Серия смертей, которые долго списывали на совпадение, наконец получила статус угрозы национальной безопасности. ФБР вместе с Министерством энергетики США запустили закрытое расследование по делу, где на кону исчезающая элита американской науки. За последние годы минимум 12 ведущих ученых, работавших над ядерными двигателями, космическими системами и аэрокосмическими технологиями, либо исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах. И почти в каждом случае слишком чисто, слишком быстро, слишком удобно. В центре этой цепочки Джошуа Леблан, ядерный инженер НАСА. Он занимался проектом космических ядерных двигателей, технологий, способной сократить полеты к дальним планетам в разы. В июле 2025 года он пропадает в Алабаме. Без следов, без сигналов тревоги. Спустя время его находят в обгоревшем острове Теслы. Официально авария. Но родственники говорят другое. Машина вспыхнула мгновенно. Двери не открылись. Системы безопасности будто кто-то отключил заранее. Независимые эксперты добавляют, характер повреждений не совпадает с обычным возгоранием батареи. Это выглядело как ловушка, которая захлопнулась в одну секунду. Чтобы понять, почему Леблан оказался в этой точке, нужно вернуться к другим именам, которые уже исчезли из новостей. Моника Реза и Мелисса Кассиас, специалисты из закрытых подразделений Лос-Аламоса. Их работы касались нестандартных энергетических решений и материалов для экстремальных условий. Одна пропала по дороге домой. Вторая погибла при бытовом инциденте, который так и не смогли внятно реконструировать. Разные штаты, разные обстоятельства, но один и тот же эффект. Проекты замораживаются, команды распадаются, данные исчезают или переклассифицируются. Но самое тревожное всплывает не в публичных отчетах, а в закрытых документах. В них фигурирует так называемый список 13. Леблан значится 12-м. Кто 13-й, следствие держит в секрете. И именно это имя, по словам источников, может парализовать Кремниевую долину. Потому что речь идет не просто об ученом, а о человеке, который соединяет воедино энергетику, космос и частные технологические гиганты. На этом фоне почти одновременно появляется еще одна деталь, которая подогревает версию целенаправленного выкашивания мозгов. В апреле 26 года умирает Дэвид Уилкок, исследователь аномалий и НЛО. Фигура спорная, но с доступом к инсайдерским кругам. В сети тут же вспыхивает версия. Он якобы получил список имен ученых, которые зашли слишком далеко в разработке новых типов энергии. Прямых доказательств нет. Но совпадение по времени слишком удобное, чтобы его игнорировать. ФБР рассматривает жесткий сценарий. Систематический саботаж и кража интеллектуальной собственности. Кто-то не просто наблюдает, кто-то методично убирает ключевые фигуры, тормозя технологический скачок США. Это не хаос. И не череда несчастных случаев. Это рисунок, который становится виден только на расстоянии. И если 12 уже вычеркнуты, главный вопрос сейчас звучит иначе. Успеют ли найти 13-го до того, как он станет следующим именем в этом списке?